Срочники погибли под Белгородом, машину разорвало пополам прямо на дороге, а алкоголь предлагают продавать с 21 года. Это новости «Воздух» на канале Ходорковский Лайв. Меня зовут Василий Азаров. И вот главные новости к этому часу. 5 срочников погибли в Белгородской области. Это выяснили журналисты издания 74.ru. Солдат направили на службу из Челябинской военной части. Отец одного из погибших, 20-летнего Артема Жеребцова, утверждает, что солдаты не хотели ехать в приграничный район. По данным журналистов, 11 января в районе села Нехотеевка укрытие срочников разрушил упавший снаряд. О гибели Жеребцова также ранее сообщал телеграм-канал «Пепел Курск». Журналисты нашли некролог в социальных сетях. Теперь выяснилось, что вместе с Артемом погибли еще 4 человека. Отец срочника рассказал, что в части молодых людей уговаривали подписать контракт, чтобы не попасть на границу. Но подписавших точно так же отправляли в прифронтовые зоны. Его сына наградили орденом мужества посмертно. Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 150 на 150. Об этом сообщил украинский проект «Хочу жить». Самому молодому из российских солдат в этом обмене 20 лет. Также в Россию отправлен военнопленный, который до этого числился убитым. Российское министерство обороны обмен не комментировало. О нем сообщили также президент Украины и глава его офиса. По данным украинских чиновников, некоторые из военных провели в плену больше 2 лет. В Курске призвали выходить на митинги строительных подрядчиков. Протест связан с хищениями на оборонных укреплениях на границе. Организатора митинга ожидаемо арестовали. 8 суток по делу об организации несогласованного массового мероприятия получил бизнесмен Игорь Ругаев. Об этом сообщило издание «Площадь». По данным журналистов, он призывал выйти на митинг в центре города подрядчиков корпорации развития Курской области. Эта компания фигурирует в деле о срыве госзаказа на оборону приграничного региона. Утверждается, что корпорация не построил оборонное сооружение на границе с Украиной. Напомню, что в 2024 году часть региона захватили ВСУ и находятся там до сих пор. Несколько бывших и действующих топ-менеджеров корпорации недавно уже были арестованы. Христолюб Веган Божий получил 3 года колонии поселения. Такое наказание блогеру-проповеднику назначил Воронежский областной суд. Христолюба судили по статье о реабилитации нацизма. Поводом стало видео на YouTube-канале, где блогер упомянул вторжение советской армии в Польшу и Финляндию в 1939 году. Солдат Красной армии Христолюб назвал, цитирую, «отмороженным сборищем убийц и мародеров». Конец цитаты. По решению суда, после отбытия наказания, проповеднику еще 4 года нельзя будет пользоваться интернетом. Воевать можно, пить нельзя. В России предложили запретить продажу алкоголя людям моложе 21 года. С такой инициативой выступил глава Следственного комитета на заседании коллегии по итогам работы за год. Идею Александра Бастрыкина уже поприветствовали в профильном комитете Госдумы. Вместе с этим глава Следкома предложил, наоборот, понизить минимальный возраст для наказаний за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет. Александр Бастрыкин рассказал, что за весь прошлый год в отношении несовершеннолетних завели больше 2000 уголовных дел именно по этой народной 228 статье. Также глава Следственного комитета поручил доложить о проверке по факту массовой драки в Нижневартовске. Она произошла возле миграционного центра. По данным местных журналистов, в конфликте участвовало около 15 человек. Некоторые из них были вооружены ножами. Участники драки обратились за медицинской помощью с колотыми ранами. Однако официальных данных о пострадавших нет. Полиция устанавливает обстоятельства, возбуждено уголовное дело. Машину разорвало пополам в результате ДТП. Близкий к силовикам телеграм-канал 112 пишет, что трагедия произошла на Симферопольском шоссе в подмосковном Чехове. По предварительным данным, 21-летний водитель сильно превысил скорость, после чего потерял управление на скользкой дороге и врезался в столб. От удара автомобиль BMW разорвало на 2 части. Водитель погиб на месте, а вот второму человеку, находившемуся в салоне, чудом удалось выжить, его госпитализировали. Цены на домашний интернет и платное телевидение в России выросли. К такому выводу пришла прокремлевская газета «Известия». Ее журналисты изучили тарифы и сайты провайдеров и зафиксировали рост до 15%. Причем коснулось это и федеральных, и региональных поставщиков услуг. Среди причин издания со ссылкой на представителей рынка и экспертов отмечает инфляцию, ставку Центрального банка, санкции и рост зарплат.
Это все новости к этому часу. Меня зовут Василий Азаров. Подписывайтесь на канал Ходорковский Лайф на YouTube и на наш телеграм-канал, чтобы всегда оставаться на связи. До встречи.